По-моему, это круто, когда игроки могут теоретизировать по поводу сюжета, событий, которые могут или не могут произойти. Да, конечно, иногда это уходит в крайность, и мы получаем истории вроде Андуин, сын Артаса, но все же. Еще более интересно, когда логичные или безумные теории фанатов, какими бы они странными ни были, по итогу полностью или частично подтверждаются. В этом ролике я хочу рассказать о еще пачке необычных теорий, которые предвещали события World of Warcraft. Бвон Самди – прекраснейший персонаж, один из самых харизматичных, по моему мнению. Он является Лоа смерти и любителем коварных сделок. Чем больше душ окажется в его владении, тем более могущественным станет этот Лоа. Он заключил сделку с королем Растаханом, он соглашался помогать королю в трудных ситуациях, но взамен получал власть над всей королевской семьей. А позже он уже заключил сделку с игроком в одной цепочке заданий. Игрок, чтобы совладать с кровавыми троллями, получил силу Бвон Самди, но взамен торчит тому 1 миллион душ. В битве за Азерот раскрывается история, что урна с прахом Волджина, великого тролля и бывшего вождя Орды, пуста, а его дух, за которым приглядывал Бвон Самди, исчез. И между слов Бвон Самди говорит, что его босс будет очень недоволен этой ситуацией. Но кто является боссом Лоа смерти? Неужели у них вообще есть боссы? На форумах появилось много предположений, кто это может быть. Теорий была масса, и игроки выделяли несколько персонажей. Один из них — это Нзот, по совместительству главный злодей дополнения. И можно было бы предположить, что Лоа смерти играет в грязную игру и с древними богами. Немало людей в свою очередь говорило, что боссом является некая таинственная и нераскрытая сущность. Были предположения, что босс может быть связан с неким огромным Лоа, чьи останки мы могли увидеть в Зандаларе. Но, к удивлению, немало людей выдвигали предположение, что боссом Вом Самди может являться некий Мвезала, еще один Лоа смерти. И интереснее всего, что о Мвезале игроки знали очень мало. Было только несколько небольших упоминаний, которые, да, действительно намекали, что этот персонаж нечто большее, чем никто, но без конкретики и ясности. Было два основных упоминания на момент 2018 года, которые были доступны. Это небольшая записка в Зулфараке и упоминание в одной новелле. В Зулфараке еще с древних времен находилась табличка, где были перечислены три бога: бог тигров, бог пауков и бог смерти, Мвезала. Что они, кто и зачем, неизвестно. Со временем со всеми ними мы в будущем пересеклись. Вторая и более интересная зацепка была в новелле «Путешественник. Спиральный путь», которая была выпущена как раз незадолго до битвы за Азерот. По сюжету новеллы несколько персонажей оказываются невольно втянуты в приключения после кораблекрушения. Герои попадают в плен к пустынным троллям из Танариса. Тролли намереваются принести герою в жертву своим богам. Лоа, как раз тем, которые были упомянуты в записке. Они проводят ритуал, призывают духов. Лоа смерти является собственной персоной. Жуткий Мвезала намеревается поглотить души пленников, но внезапно для всех останавливается. Он передумал и сказал: «Не сегодня, еще не время. Везала не будет сражаться с тобой здесь и сейчас. Наша битва еще впереди». После этого он исчез. Я думаю, игроки начали проводить параллели между таинственным Мвезалой и Бвом Самди как раз после этого. А Blizzard, вероятно, не стала бы просто так расписывать в новелле персонажа, о котором в сюжете игры до сего было буквально 2 строчки текста в одной записке. Под конец битвы за Азерот появился еще как минимум один намек на появление Мвезалы. В финальном рейде вернулся босс Илгенот, который с Легиона был известен кучей таинственных фраз, часть из которых в определенной мере предвещали будущие события. В одной из новых фраз он говорил: «Прежде чем падет последняя тень, Отец Сна насладится своим пиром». А Отец Сна была как раз одним из титулов, которым был подписан Мвезала в старой табличке в Зулфараке, что было еще одним намеком на скорое его появление. И знаете, теория, что именно он является упомянутым боссом Вом Самди, оказалась правдой. Хотя, кстати, забавной теории, что Мвезала на самом деле древний бог и вообще Йоксарон, тоже имели место быть, но мы про это забудем. В дополнение Shadowlands мы действительно встретились с Мвезалой и узнали, что Бвом Самди был его учеником, но они находились, скажем так, в неладах. В какой-то момент Мвезала презирал своего ученика и в итоге стал его же жертвой. Он был побежден благодаря игрокам, его душа пленена Бвом Самди, и теперь он единственный босс. Кстати, вокруг Мвезалы крутилась еще одна теория, связанная с совершенно другим, неочевидным на первый взгляд персонажем.
Одином. Один – хранитель, который сражался с древними богами, помог свергнуть Йокс-Арона, стал его надзирателем и смотрителем всего Азерота. Он желал создать непобедимую армию, элиту, которая будет на страже Азерота вместе с ним. В Легионе была одна очень интересная записка в Зале Доблести, где упоминалось, как он собирался решить эту проблему. Он видел, что его залы Доблести пусты, и нужно создать армию лучших воинов. В глубине храма был прочерчен магический круг, из которого появился один великий дух, который предложил заключить сделку. Он сказал: «Что ты отдашь, чтобы заглянуть за завесу этого мира?» Один подумал и решил отдать свой глаз. Это дало ему возможность этим глазом увидеть Shadowlands, темные земли, где он присмотрелся к Кириям, по образу которых решил создать Валькир, мощных, доблестных воинов с крыльями за спиной. Но кем был этот дух? Кто мог позволить даже хранителю заключить такую сделку, чтобы увидеть загробный мир? Ответ мы узнали через несколько дополнений. Когда мы попали в темные земли, мы столкнулись с оком тюремщика. Поначалу история этой сущности была неизвестна, зато известно, что эта штуковина успела взбесить почти каждого игрока, ибо именно она вставляла игрокам палки в колеса в утробе. Игроки начали связывать ту самую записку из Легиона и глаз тюремщика. Предполагалось, что связующим звеном и тем самым духом, который явился Одину, был Мвезалла, а уже тот, являясь прислужником тюремщика, передал последнему око Одина. Это оказалось довольно логично, если разработчики с Легиона действительно планировали на такое далекое будущее, то их вполне себе можно похвалить. Через время уже разработчики дали очень жирный намек на связь глаза тюремщика и потерянного глаза Одина. Один из разработчиков в ролике от Blizzard с рассказом о новом рейде и контенте сказал, что битва в Святилище Господства с глазом тюремщика понравится тем, кто следит за лором и в частности Одином. Думаю, тут уже не было ни у кого сомнений, что это и был глаз Одина. А вскоре появилось официальное описание босса, которое полностью подтверждало предположение. Игроки долгими годами грезили о том, что однажды мы увидим родной мир эфириалов, Кареш, который был уничтожен бездной, а его обитатели превратились в эфириалов, почти бесформенных существ, которые обвиты тканью и бинтами. Строились теории, как это может произойти, а особо усидчивые фанаты даже рисовали концепты потенциального дополнения или патча. Недавно мы узнали, что действительно столкнемся с миром Кареш, но я бы хотел поговорить немного о другом, но прямо связанном с этим миром. О брокерах. Мы столкнулись с этой расой в темных землях. Самое главное, что мы о них знаем, это то, что они торговцы и ремесленники. Одни были вполне себе предрасположены героям, другие готовы нас убить ради своих целей и выгоды. Особое внимание заслуживает Винари, которая стала одной из немногих наших союзниц в утробе. Мало того, что она спасла наши пятые точки, так она еще и не раз помогала нам сражаться силами главного злодея. Но знаете, на кого больше всего похожи брокеры? На тех самых эфириалов. На форумах игроки быстро начали складывать 2 и 2. Все-таки между брокерами и эфириалами было много сходств. Они были бесформенными, только если эфириалы были покрыты бинтами и тканью, то брокеры более элегантной, аристократической одеждой и металлическими частями тел. Они имели культурные сходства. Брокеры предстали нам как раз таинственных торговцев, которые прибыли из далеких и неизвестных краев. Они живут торговлей и сделками. Даже мелочи намекали на то, что расы связаны между собой. Они использовали похожие порталы и стиль. А сам социум также не един, а представляет себе сборище групп, фракций и картелей. В старых комментариях можно встретить разные предположения, поэтому очевидно, что игроки быстро начали проводить связи. Например, кто-то предполагал, что брокеры могут быть падшими душами жадных и меркантильных существ. А другие полагали, что брокеры — это, считай, родственники эфириалов, которые в момент катастрофы, уничтожения их родного мира, находились где-то подальше. Были еще теории, что брокеры — это своеобразные умершие собратья эфириалов, с которыми что-то пошло не так. В общем, версий было хоть отбавляй. И знаете, разработчики лишь давали больше поводов для обсуждений. В Shadowlands один разработчик дал интервью, в котором, помимо прочего, упомянул, что брокеры имеют много общего с эфириалами, а также сказал, что если вы любитель порассуждать, то можно предположить, что эти две сущности смогут в будущем работать вместе или просто пересекаться с друг другом. Но при этом он отметил, что все-таки эфириалы и брокеры — это отдельные сущности. И вот, совсем недавно можно сказать, что было получено полноценное подтверждение связи
связи двух этих рас. В недавно засветившейся цепочке заданий герои исследуют историю эфириалов, и мы наблюдаем интересную встречу. Эфириал, при виде Винари, говорит, что он не видел ее с момента разрушения их мира, Кареша. А уже позже Алерия спрашивает Эфириала, появились ли брокеры с Кареша, на что тот отвечает, что они такие же беженцы, только им в темных землях нужно было иметь более прочное одеяние, что и было одной из отличительных черт брокеров. В общем, думаю, теперь уже действительно можно сказать, что эти две сущности не только связаны стилистически, а и исторически, и даже происходят плюс-минус одного и того же места. Очевидно, что с выходом патча 11.2 мы узнаем еще больше о их связях. Но в то же время круто, что разработчики не забыли о брокерах из темных земель. Титаны мертвы. Именно такие предположения ходили в разные времена Варкрафта. Вот мы знаем, что Титаны — это могущественные сущности планетарных масштабов, которые творили миры, защищали их от демонов и прочих злых сущностей, населяли планеты прекрасными созданиями или даже создавали хранителей. Только вот проблем вселенского масштаба в Варкрафте меньше не становится. Пылающий легион продолжал существовать, вести военную кампанию против сотен миров. А что же Титаны из Пантеона? Просто наблюдали за тем, как их павший собрат, Саргерас, уничтожает вселенную? Неужели нет сопротивления, кроме горстки рас, решивших вступить с ним в битву? Дополнение Пандария лишь подогревало интерес фанатов к этой теории. Тогда мы узнали о трагичной судьбе одного хранителя — Ра. Когда-то он, как и другие хранители, приглядывал за Азеротом. Однажды, во время странствий, его пронзил великий прилив энергии. Поначалу другие хранители, испытавшие что-то похожее, думали, что это аномалия. Но только Ра понял, что это предсмертный хрип титанов. И лично он получил прилив энергии, частичку Амантула, первого титана. Но вместо того, чтобы напрячь булки и подготовиться к худшему, например, приходу каких-то ужасных сил вселенского масштаба, он тупо изолировался ото всех, столетиями размышляя о жизни. Сущность Амантула, которую он получил, он поместил под вечно цветущий дол. Раса Могу, которая ему служила, пыталась продолжать его волю, но шли века, а от хранителя не было ни весточки. И вот, однажды они решили, что если хранитель не будет заниматься делами Азерота, то ими займутся они. Они заточили хранителя, держали его в цепях, а его сила была похищена, как и сила Амантула. В Пандарии одна из сюжетных линий строилась вокруг противостояния Империи, в частности королю, которому удалось украсть частичку силы и знаний титанов. После пары поручений, сбора рун титанов и даже убийства самого императора Могу, происходит интересный диалог. Протагонист съедает сердце императора Могу и получает видение. Его пронизывает сила титанов. Он видит тысячи, миллионы и еще раз миллионы миров. А после этого он странным, неестественным голосом произносит: «Мы пали. Нам предстоит воссоздать последнего титана. Не забудь». Игроки, очевидно, подумали о Пантеоне, о том, что дела у титанов сейчас, мягко говоря, не очень. В любом случае, фанатам стало очевидно, что Саргерас смог поставить титанов на колени, и это дало людям новую почву для спекуляции о том, что будет дальше. Возможно, титаны мертвы, а то, что мы услышали, это давний отголосок их последней надежды. И подтверждение этому не пришлось ждать долго. Всего через пару лет, в 2016 году, вышли первые хроники, в которых объяснилось, что да, Титаны действительно мертвы. Произошла битва между павшим титаном Саргерасом и силами Пантеона. Последние проиграли и были уничтожены. А их души из-за своевременно использованного заклинания не исчезли, а были выброшены в космос. А уже в дополнение Легион мы узнали, что Саргерас каким-то чудом заточил эти души. Пытал их тысячелетиями, чтобы склонить на свою сторону. И как минимум аватар Агромара ему удалось заманить в темный Пантеон. В конце финального рейда Пантеону удалось высвободиться благодаря героям, восстановиться в битве с Аргусом и заключить Саргераса в тюрьму. Как по мне, весь этот момент был описан разработчиками очень абстрактно. Вроде мертвы, а вроде бы души есть, и вроде бы они кое-как восстановились, и что с ними сейчас, не очень понятно. Но думаю, мы с ними еще не раз пересечемся, особенно в контексте Илидана. Ну а зловещая фраза из Пандарии действительно оказалась правдивой, и если бы не герои вселенной, дела у титанов были бы совсем плохи. Уверен, фраза Гневиона из Пандарии еще когда-то сыграет свою роль. Одно из запланированных дополнений имеет говорящее название The Last Titan, последний титан, где герои вернутся в Ульдуар и застанут возвращение титанов в наш мир. А тот самый последний титан, который, по словам Гневиона, должен быть восстановлен, станет, видимо, центральной частью сюжета.
Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!